Когда же настала 15-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что третий календарь говорил женщине». А все собравшиеся были связаны, и рабы стояли, держа мечи над их головой. И тогда я произнес имя Аллаха и взывал к Нему и умолял Его, и цеплялся за выбоины и в горе. И когда я немного поднялся, Аллах соизволил, чтобы ветер утих в тот же час и помог мне подняться, так что я уцелел и взобрался на гору. Но у меня был только один путь – к куполу, и я был крайне обрадован своему спасению. Выйдя под купол, я совершил омовение и молитву 2 раката. И благодаря Аллаха за то, что я спасся, и потом я заснул под куполом и услышал во сне, что кто-то говорит: «О, Ибн Хаббит, когда ты проснешься от сна, копай у себя под ногами, найдешь лук из меди и 3 свинцовые стрелы с написанными на них заклинаниями. Возьми лук и стрелы и стреляй во всадника, который на куполе, и избавь людей от этого великого бедствия. И когда ты метнешь стрелу во всадника, он упадет в морс, а лук его упадет около тебя. И тогда возьми лук и зарой его в том месте, где стоит конь. А когда ты это сделаешь, море выступит из берегов и поднимется и станет вровень с горой, и на нем появится челнок, в котором будет человек из меди, не тот, которого ты сбросил, и он подъедет к тебе с веслом в руке. Садись с ним и не произноси имени великого Аллаха, и он станет грести и проедет с тобой 10 дней, пока не доставит тебя в море безопасности. А прибывши туда, ты найдешь кого-нибудь, кто тебя приведет в твою страну. И все это удастся тебе, если ты не назовешь имени Аллаха». И потом я пробудился от сна и с живостью стал сделать так, как сказал мне голос. Я выстрелил во всадника и сбросил его в море, его лук упал возле меня, и я взял лук и зарыл его. И тогда море взволновалось и поднялось, и встало вровень с горой и сравнялось со мною, и не прошло более минуты, как я увидел челнок посреди моря, который шел ко мне, и я восхвалил великого Аллаха. И когда челнок доплыл до меня, я увидел человека из меди, на груди которого была свинцовая доска с вырезанными на ней именами и заклинаниями, и я вошел в челнок молча, не говоря ничего. И человек греб первый день, другой и третий, до конца 10 дней. И я посмотрел и увидел острова безопасности. И тогда я сильно обрадовался и от большой радости помянул Аллаха и воскликнул: «Во имя Аллаха! Нет Бога, кроме Аллаха! Аллах велик!» И когда я это сделал, челнок выбросил меня в море, а потом возвратился и повернул в море. А я умею плавать, и проплыл весь этот день до ночи, так что мои руки утомились и плечи устали. И я обессилел и все время был в безопасности. И я произнес исповедение веры и убедился, что умру. Но море заволновалось от ветра, и ко мне подошла волна, словно большая крепость, и подняла меня и выкинула так, что я оказался на суше, ибо так было угодно Аллаху. И я поднялся и выжал свою одежду и высушил ее, и разослал на земле и проспал ночь. А когда наступило утро, я встал и осмотрелся, куда мне пойти. Я увидел рощу, и, войдя в нее, обошел ее кругом, и оказалось, что то место, где я нахожусь, большой остров, и море окружает его. И я воскликнул: «Всякий раз, как я спасусь от беды, падаю в еще большую». И когда я раздумывал о своем деле, желая смерти, я увидел издали корабль с людьми, направляющийся к острову, на котором я находился. И я поднялся, залез на дерево, и вдруг корабль пристал вплотную, с него сошли 10 рабов, с которыми были заступы, и они пошли, и, дойдя до середины острова, разрыли землю и откопали опускную дверь, и, подняв ее, открыли вход в подземелье. После этого они вернулись на корабль и перенесли туда хлеб, муку, масло, мед, скотину и утварь, необходимую для жилья, и рабы до тех пор ходили на корабль и обратно, перенося с корабля припасы и спускаясь вниз, пока не перенесли в яму все, что было на корабле.
И после этого они сошли с корабля, неся с собой одежды, что ни на есть лучшее, и посреди них был старик, который прожил, сколько прожил, и судьба потрепала его, но пощадила. И он был точно мертвый и брошенный в голубой тряпке, которую продували ветры с запада и востока. Рука старца была в руке прекрасного юноши, вылитого в форме красоты и блеска и совершенства, так что его прелесть вошла в поговорку. И он был подобен свежей ветви и чаровал все сердца своей красоты и все умы, похищал свою нежность. И они до тех пор шли, госпожа моя, пока не пришли к двери, и все спустились в подземелье и скрылись на час или больше, а потом поднялись наверх рабы и старик, но юноша не поднялся с ними, и они опустили дверь, как она была, и сошли на корабль и исчезли с моих глаз. И когда они уехали, я спустился с дерева и, подойдя к месту, которое они завалили, стал разрывать землю и переносить ее, и терпеливо трудился, пока не убрал всю землю и не обнаружил дверь. И оказалось, что она деревянная, шириной в камень мельничного жернова. И я поднял дверь, а под нею оказалась каменная сводчатая лестница. Я удивился этому и спустился по лестнице. И, войдя до конца ее, увидел помещение чистое и усланное всевозможными коврами и шелковыми подстилками. И тот юноша сидел на высоком седалище, опершись на круглую подушку, и в руках у него было опахало, и перед ним стояли благовония и цветы, и он был один. При виде меня лицо юноши пожелтело, и я приветствовал его и сказал: «Успокой свою душу и умерь свой страх. Тебе не будет вреда. Я человек, как и ты, и сын царя, и судьба привела меня к тебе, чтобы я развлек тебя в твоем одиночестве. Какова твоя история? И что с тобой произошло? Что ты поселился под землею один?» Убедившись, что я из его породы, юноша обрадовался, и краска возвратилась к нему. И он велел мне приблизиться и сказал: «О, брат мой, моя история удивительна. Мой отец торговец драгоценными камнями, и у меня есть товары и рабы, и невольники-торговцы, которые ездят для него на кораблях с товарами в самые отдаленные страны, и у них есть караваны верблюдов и большие деньги. Но мой отец никогда не имел ребенка, и однажды он увидел во сне, что у него родился сын, но жизнь его будет короткой. И он проснулся, крича и плача, а на следующую ночь моя мать понесла, и отец отметил время зачатия. В дни ее беременности кончились, и она родила меня. Мой отец обрадовался, устроил пиры и стал кормить бедных и нуждающихся так, как я был послан ему в конце его жизни. И он собрал звездочетов, и времяисчислителей и мудрецов того времени, и знатоков рождений и гороскопов, и они исследовали положение звезд в день моего рождения, и сказали отцу: «Твой сын проживет 15 лет, и ему угрожают опасности, но если он от них спасется, он будет жить долго, а причина его смерти в том, что в море гибели есть магнитная гора, на которой стоит конь и всадник из меди, а на груди всадника свинцовая доска. И когда всадник упадет с коня, твой сын умрет через 15 дней после этого. Убийцей его будет тот, кто собьет всадника. Это царь, и зовут его Аджиб ибн Хадиб». И мой отец сильно огорчился, и он воспитывал меня наилучшим образом, пока я не достиг 15 лет. А 10 дней тому назад до него дошла весть, что всадник упал в море, и что тот, кто его сбросил, зовут Аджиб. И мой отец испугался, что я буду убит, и перевез меня в это место. Вот моя история и причина моего одиночества. И услышав эту историю, я изумился и сказал про себя: «Это все я сделал, но клянусь Аллахом, я никогда его не убью». «О, господин мой, — сказал я, — да избавившись ты от болезни и гибели, если захочет Аллах Великий, ты не увидишь заботы, огорчения и расстройства. Я буду жить у тебя и прислуживать тебе, и потом возвращусь своей дорогой, после того, как пробуду с тобой эти дни». И я просидел, беседуя с ним до ночи, а потом я встал, зажег большую свечу и заправил светильник, и мы сидели
поставив сначала какую-то еду. И мы поели, и поставил сладости, и мы лакомились и сидели, беседуя друг с другом, пока не прошла большая часть ночи. И юноша лег, и я укрыл его, и тоже лег. А на утро я поднялся и нагреб немного воды и осторожно разбудил юношу. И когда он проснулся, я принес ему горячую воду, и он вымыл лицо и сказал: «Да воздается тебе за это благо, о юноша! Клянусь Аллахом, когда я спасусь от того, что со мной, и от того, чье имя Аджиб ибн Хадиб, я заставлю моего отца вознаградить тебя. Если же я умру, мир тебе от меня. Да не наступит день, когда тебя поразит зло, и да назначит Аллах мой день раньше твоего дня», — ответил я. А затем я подал ему какой-то еды, и мы поели, и я зажег ему курение, и он надушился, а после этого я сделал для него трик-трак, и мы стали с ним играть. Потом мы поели сладкого и играли до ночи. И я зажег свечи и подал ему, и сидел, беседуя с ним, пока от ночи осталось мало. И юноша лег, и я укрыл его, и тоже лег. И так продолжалось, о господин мой, дни и ночи, и в моем сердце возникла любовь к юноше. И я забыл свою заботу и сказал в душе: солгали звездочеты, клянусь Аллахом, я не убью его. И я служил юноше, и разделял его трапезы и беседовал с ним до истечения 39 дней. А в ночь на 40-й день юноша обрадовался и сказал: «О, брат мой, слава Аллаху, который спас меня от смерти, и это случилось по твоему благовению и по благословению твоего прихода. Я прошу Аллаха, чтобы Он вознаградил тебя и твою землю. Но я хочу, о брат мой, чтобы ты нагреб мне воды, я умоюсь и вымою себе тело». «С любовью и охотой», — ответил я, и нагреб ему воду в большом количестве и отнес ее к юноше, и хорошо вымыл ему тело мукой волчьих бобов, и натер его, и прислуживал ему, и переменил ему одежды, и послал для него высокую постель. Юноша подошел, кинулся на постель и прилег после бани и сказал: «О, брат мой, отрежь мне арбуза и полей его соком сахарного тростника». Я вошел в кладовую и нашел хороший арбуз, который лежал на блюде. Я заговорил с юношей и сказал ему: «О, господин мой, нет ли у тебя ножа? Вот он, над моей головой, на той верхней полке», — сказал юноша. И я встал, торопясь, и взял нож, схватив его за конец, и стал спускаться назад, и моя нога споткнулась, и я свалился на юношу с ножом в руке. И немедленно нож, сообразно тому, как было написано и в безначальности, вонзился юноше в сердце, и он тотчас же умер. И когда он закончил свой срок, и я понял, что убил его, я испустил огромный крик, стал бить себя по лицу, разорвал на себе одежду и воскликнул: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. О мусульмане! Этому юноше осталось до истечения опасного срока в 40 дней, о котором говорили звездочеты и мудрецы, только одна ночь, и предел жизни этого красавца должен был наступить от моей руки. О, если бы мне не разрезать этого арбуза! Это поистине бедствие и печаль. Но пусть Аллах совершает дело, которое решено». И Шахрезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Аудиорассказы от Эдемы Илай.